Поэтому мы решили ворваться. Но подушка обязательно должна быть. Это важно, это нужно всем и всегда актуально. Мы хомяки. Вторая валюта в Беларуси — это доллар. Очень полезная штука, которая позволяет спасти еду. То Это есть, в Лоде да. не очень организовано все. В Варшаве прямо с голоду не помрешь. Зато за 12 злотых, ребят, я себе столько пончиков куплю вкусных. Всем привет! Добро пожаловать на наш канал Boss Family! А вот и мы на диване. На своем Да, на своем диване. любименьком. Давно не снимали таких видео полезных, разговорных. Поэтому мы решили ворваться в полезное видео. И вот мы здесь на диване. И сейчас... Тема сегодня вообще наша специфическая, любимая. конкретно наша. Да. Мы иногда затрагиваем на канале такую тему. Мы говорим сейчас конкретно про финансы, да, Сашка? Да, ну, потому больше... что это нас волнует. Мы затрагиваем обычно эту тему, и сейчас мы решили более обширно все в один ролик, да, всунуть. Да, конкретно рассказать. Про экономию. Потому что мы уже рассказывали, сколько мы потратили на сам переезд. Потом мы снимали еще, сколько стоит месяц жизни в Польше в среднем. Для нас конкретно в нашем примере. Да, и вот такой более итоговый вариант уже конкретно в целом про экономию. Потому что это важно, это нужно всем и всегда актуально. Вообще классно бы было, если бы финансовой грамотности, да, вот обучались бы все люди. Это реально очень важно. У нас, конкретно в нашем примере, у нас это пришло, наверное, поздновато, да, хотелось бы изучить это все раньше. Но в нашем случае вообще все это делает Саша. Я как бы просто ему доверяю. К чему я вот все это веду? К тому, что изначально, когда вот мы стали жить вместе, мы стали задумываться о том, что нужно как-то иметь подушку безопасности, да, нужно как-то уметь откладывать деньги. И мы решили для себя, что каждый месяц с зарплаты мы будем откладывать определенную сумму. Вообще желательно откладывать всегда минимум 10%. Ну и как показывает практика для большинства людей, это со временем это приходит в какую-то такую обязанность и, и как бы не затрагивает основные жизненные потребности. То есть 10%, в 99% случаев любой человек может отложить и не заметить этого. Поэтому это очень важно, хотя бы минимум 10% откладывать. Но я хотела сказать, что мы как бы разделяем сумму. Вот 10% это мы никогда не трогаем, мы откладываем, можно сказать, под подушку. И там, например, оплата там, коммунальная, да, вот обязательная оплата. Дальше идет там, еда какая-нибудь. И так бывает там, на жизнь, на развлечения, на путешествия и что-то такое. Но и к тому, что обязательно нужно вот разделить это. Да, это очень важно. Вести учет расходов. Есть много приложений, можно самому создать табличку в Excel тоже. Есть бесплатные, есть платные приложения, я там пользуюсь одним из них. В принципе, все удобно, по категориям разбивать. В целом, конечно, если у вас есть какие-то долги, особенно с большим процентом, то, конечно, нужно погашать их в первую очередь и как можно раньше, чтобы эти проценты не росли, не накапливались. И только после этого уже копить какую-то сумму дальше в качестве подушки безопасности. И уже либо вкладывать куда-то на депозит, инвестировать или просто хранить где-то в более-менее безопасном месте. Это уже как кому нравится. Но изначально, конечно, лучше всего закрыть все долги. Да, и только после этого откладывать хотя бы на там, от 3 до 6 месяцев такой своей жизни, чтобы была подушка. Но подушка обязательно должна быть. Вот еще хотела такой моментик сказать, так как мы белорусы, а у нас вторая валюта в Беларуси это доллар. Все деньги мы обязательно вкладываем в доллары, какую-то валюту, это может быть евро. Разные, да. Немножко есть и в злотых, диверсифицируем, но, конечно, большая часть все равно в долларах по привычке. Да, то есть, когда мы приехали сюда, эта же привычка у нас осталась. Мы стараемся все вкладывать в валюту. И благодаря нашей привычке, что мы каждый месяц, это вот как часы у нас работают, мы каждый месяц всегда откладываем деньги, когда-то их вкладываем в какую-то валюту, но это уже не важно. Благодаря этой привычке мы спокойно, просто
без нервов переехали в Польшу, в другую страну. Мы знали, что некоторое время мы можем как бы искать спокойно работу и не бегать, искать какие-то подработки, да. курьером на складе и все такое. Да, переехали мы без нервов в плане финансов. Нервы в плане переезда, закрытых границ были. Да, это немного другое. Мы знали, что нам на съем квартиры там, и на еду нам хватит на определенное время. На полгода у нас был запас. Конечно, уже через месяц хотелось быстрее найти работу. В принципе, 1,5 месяца ушло на поиск, даже чуть меньше. И через 2 месяца после переезда я вышел на работу. Еще плюс, учитывая, что я не работала все это время. Так, поэтому мы хомяки. Это очень важно знать о нас. Не, конечно, наверное, со стороны кажется, что мы постоянно ходим в магазин, что-то покупаем. Но поверьте, ни одна вещь, которую мы купили, не прошла просто так. Мы все рассчитываем, все считаем. Мы такие умные в этом плане. Осознанный подход, да. Мы пересматриваю. И если там предстоит какая-то большая покупка, лучше подумать день-два и более. Всегда нужно сначала обдумать, и особенно если это покупка... Вот, например, у нас есть пример. Дорогая покупка была камера. Мы подумали, это все как-то вот так вот спонтанно было. Мы подумали, что нужно купить камеру. Я сказала об этом Саше. Саша подумал, говорит, да, окей, неплохо. Но потом он говорит, может, есть какой-то путь купить ее чуть дешевле. И вот он облазил интернет и посмотрел, что можно купить, уцененный товар. Да, но об этом мы еще чуть позже вернемся к этой теме. А сейчас, наверное, начнем уже с самых таких ключевых возможностей для экономии. Именно здесь, в Польше. В принципе, везде, но в Польше это конкретно очень развито и помогает нам экономить, а именно экономия на продуктах питания и не только, в целом на продуктовых магазинах, супермаркетах. Как мы экономим в магазинах продуктовых? Это обязательно. Первое, что мы вам советуем, это скачать газетки. Есть такое приложение, там их много, этих приложений. Да. Есть со встроенным поиском по конкретным магазинам, по товарам, по акциям. Это вообще удобно. Есть просто где подборка с разных магазинов, газеток. Куча возможностей. У меня прям какой-то кайф я ловлю, когда я лежу и облистываю эти газетки. Я знаю, какие мы продукты едим. Каждую неделю нам нужно определенное количество продуктов. Я обсмотрю все магазины, где дешевле. Потому что мы живем в шаговой доступности практически во всех, рядом со всеми магазинами. Да, в принципе, у нас самая ближайшая Lidl Бедронка, плюс там в пределах 20 минут есть еще Kaufland, Aldi, чуть дальше Ашан, есть Carrefour еще недалеко. То есть почти все основные сети у нас тут в доступе. Шаговой доступности. Поэтому мы можем заранее спланировать свои покупки и походы в конкретные магазины. Для нас там пройти 20-30 минут до магазина ничего страшного. Мы спокойно можем пройти. Мы даже это любим. Да, так скажем. Поэтому это обязательно. Первое, запишите, запомните. Газетки нужно скачать обязательно. И помимо газеток, конечно, еще есть такая возможность прийти в магазин ближе к закрытию, либо, не обязательно к закрытию, но часто бывают скидки на какие-то товары, которые остаются там несколько дней, недель до окончания срока годности, либо просто на выпечку, например, на салаты часто, на молочную продукцию, мясо тоже бывает. Тоже такой вариант есть, сэкономить. И притом продукты обычно довольно хорошего качества, еще пару дней не пригодные к употреблению. Это практически во всех магазинах мы видели. Да. Уценёнка, есть отдельная полочка. Это легко заметить. Там иногда даже товары, у которых еще очень много остается срока годности. Просто, может, какие-то последние остатки. Так что мы советуем, можно заглянуть в эту полку. Тут ничего постыдного в этом нет, как мне кажется. Конечно. Мы смотрим и покупаем. Так что, я думаю, вы видели в наших роликах, у нас часто такие продукты мелькают. Помимо обычных магазинов, конечно, еще сейчас развито онлайн-магазины, заказы. Мы в том числе недавно заказывали, пока сидели на карантине, из магазина Барбора. И помимо того, что там в целом цены довольно, такие, средние, неплохие, есть возможность бесплатной доставки,
И на первый заказ есть промокод, который мы оставляли и оставим и под этим видео. То есть дает 25%, нет, не процентов, 25 злотых скидку на первый заказ, ну, что делает цены прям очень выгодными, при том, что в самом онлайн-магазине тоже есть какие-то акции и скидки. Мы закупились очень тогда мощно так. За сумму там порядка 100 злотых мы набрали себе на 2 недели еды. Ну, это классно. Ну, конечно, обязательно, когда вы делаете онлайн какие-то заказы, полазьте в интернете, так как практически всегда на первый заказ можно найти какую-то скидку, промокод. Да, промокоды часто бывают. Куча всего, да. Да, приложения с доставкой еды из заведений, в том числе из магазинов возят. Там Глова, Вольт, еще какие-то. Мы тоже заказывали из Ашана через Глова. И тоже там была скидка. Ну, она, по сути, покрыла нам доставку, бесплатную сделала. В общем-то, не поленитесь, обязательно прогуглите. Да, всегда в интернете есть промокоды почти к любому сервису доставки или к любому магазину. Поверьте, вам кажется, что заплачу там 5 злотых, да, за доставку. В следующий раз вы тоже 5 злотых заплатите. В следующий раз там 3, 4, и уже выльется в 20 злотых. Хотя за 20 злотых можно в магазине, набрать кучу всего, поверьте. Ну и в теме еды нельзя пройти мимо такого приложения, как Too Good To Go, о котором мы тоже рассказывали. Пользовались уже там чуть ли не 10 раз, наверное, за все время. Очень полезная штука, которая позволяет спасти еду, так называется этот весь процесс. То есть можно в магазине, либо в кофейне, в ресторане каком-то остается еда, и ее можно купить за 30% ее стоимости. Это обычно в этом приложении. Там очень просто зарегистрироваться, указать свой адрес, и в принципе показывается, в каких по соседству заведениях, магазинах есть такая возможность забрать пакетик с едой за небольшую стоимость. Ну, в принципе, там есть отзывы, можно посмотреть, но в целом нас всегда устраивало качество, вкус, свежесть еды. Ну да, мы пробовали пару раз, нам действительно понравилось. Но вот когда мы были в Варшаве намного больше точек этих, где можно забирать еду. В Лоди не так часто мы наблюдаем. Да. Единственное, вот это минус, наверное. В Варшаве намного больше. Там... В Варшаве прям с голоду не помрешь. Да, мы даже заказывали, сумочку с едой, даже в кухне Святой есть такой магазин интересный. А в Лоди что у нас было? Просто кофе мы брали, из кейтеринга какой-то обед, из Карифура 2 раза, по-моему. Вот из Карифура было очень вкусно 2 раз, и был с кейтеринга классно. Да, и это все за треть цены, то есть интересно и полезно, в принципе, для окружающего мира, для природы. Ну и по поводу аутлетов с техникой. Тоже очень классная штука. Нам просто это очень помогает. Если... Я уже рассказывала про камеру. Вот как раз там мы купили по уцененке нашу камеру. У нас скидка была в районе 400 злотых. А с камерой, по сути, там проблема была в коробке только. То есть коробка была в ужасном виде. И ни царапины не было на камере. То есть сама камера была четкая. Работает классно. Да, работает классно до сих пор. И она была не поцарапана. Корпус был не поцарапан, ничего такого не было. Поэтому, я не знаю, если еще какую-то технику конкретно вам нужно, я бы вам порекомендовала в первую очередь залезть в аутлеты, да? Их несколько штук я нашел. Ассортимент огромный, скидки тоже. Зависит, конечно, чаще всего от состояния товара. Чаще всего либо там он был выставочный экземпляр с витрины, либо повреждена коробка. Тогда скидки могут быть небольшие. Если уже там какие-то более такие бывшие в употреблении товары, то скидки могут доходить там и до 50%. Это уже, конечно, на любителя. А вот просто взять товар с поврежденной коробкой и заплатить там процентов на 10-20 меньше очень даже приятно. Нам это понравилось. Что еще касается покупок, в Польше есть очень популярный сайт Allegro, на котором можно найти, наверное, все, что угодно. Еда, какие-то промышленные товары. Мы там тоже много раз его заказывали. Цены там довольно выгоднее, чем в каких-то таких магазинах могут быть. Плюс там представлены и крупные магазины, которые есть в торговых центрах, например. И там есть еще такая фишка, как Allegro Smart. То есть она дает бесплатную доставку при заказе от 40 злотых. И при регистрации там дается 5 бесплатных доставок на год.
Круто. Мы пока что пользуемся бесплатными доставками. Ну, также есть возможность подключить эту функцию на платной основе. Стоит, я там не помню сколько, может 80 злотых в год. Ну, в принципе, 5 доставок на человека в год. Ну, нам пока хватает, будем смотреть по ситуации. На двоих это уже 10, поэтому да, это нам довольно хватает. неплохо. И, в принципе, при заказе от 40 злотых тоже мы частенько пользуемся, но еще несколько доставок у нас осталось. Продолжая тему онлайн-покупок, конечно, обязательно еще учитывать, что есть такая возможность экономить, как кэшбэк-сервисы. В Польше один из самых популярных, которыми мы пользуемся, это Goody.pl. Там, кстати, есть еще дополнительный бонус такой 15 злотых при первой покупке с помощью этого кэшбэк-сервиса. То есть довольно быстро можно накопить сумму, достаточно для вывода на банковский счет. Мы уже один раз делали вывод, все прошло быстро и удобно. Тоже можем советовать. Есть скидки на множество польских сайтов, плюс Алиэкспресс, плюс, по-моему, ну, на разные международные сервисы типа Букинга, скорее всего, там тоже есть скидка. То есть кэшбэк возвращается. Все выгодно, удобно. Классная возможность экономить. Еще я бы, наверное, посоветовала снимать квартиру в таком хорошем месте. В плане, можно не в самом центре, потому что это всегда дороже, а там за минуты 20-30 пешком от центра, как это есть у нас. Плюс хорошее расположение — это магазины, чтобы были тоже в шаговой доступности. Потому что это поможет сэкономить на проезде. Проезд в Польше, к сожалению, дорогой. Да. Ну, конечно, можно купить велосипед, например, да? Либо есть велопрокаты. Например, в Лоди есть такой... Недавно установили много этих парковок велосипедных, довольно много велосипедов. И, насколько я помню, там вся эта активация абонемента стоит 20 злотых, а дальше можно брать безлимитные велосипеды и первые 20 минут кататься бесплатно. И поскольку этих станций довольно много, то есть можно просто менять велосипеды и передвигаться по городу бесплатно. Мы пока не стали пользоваться, потому что как-то уже осень-зима не особо удобно. И плюс тут мало велодорожек. Конкретно в Лоди не очень организовано все, а по дорогам мне страшно. С машинами ездить тоже не очень. И вот по поводу расположения квартиры, со временем это тоже все окупается. В плане, если ты не пользуешься общественным транспортом, а ходишь там пешком, там до работы, например, до центра, до того же магазина, со временем это окупается, потому что у нас проезд стоит 3 злотых, на проезд туда-обратно на двоих это уже 12. За 12 злотых, ребят, я себе столько пончиков куплю вкусных, столько ежиков, Рафаэллы даже. Поэтому точно. Поэтому ходить пешком тема. Тем более это еще и полезно для здоровья. Конечно. Можно, вот смотрите, как полезно. Можно пешком сходить до магазина, на эти 12 лотов взять вкусняшек, съесть их, и полезно, и вкусно. Да. Продолжая тему транспорта, можно перейти еще на путешествия, поездки. В основном поездки в последнее время у нас внутри Польши. Мы используем для этого либо поезда, либо автобус. И вот самый удобный вариант из автобусов — это Flixbus. Там часто тоже есть промокоды, и в целом цены довольно неплохие, выгодные. Если покупать хотя бы за 2-3 недели за месяц, чаще всего можно даже поймать очень выгодные цены, дешевле обычных. Еще довольно удобно узнавать о ценах и сравнивать цены на поездки по Польше из города в город. Есть польский сайт e-Podróżnik. Там сравниваются, по-моему, цены на поезда, автобусы из пункта в пункт. Есть и международные такие сайты, которые отслеживают. Я думаю, польский делает это не хуже. Для покупки билетов на поезд, что тоже иногда приходится, есть такое приложение Koleo. И с его помощью тоже можно немножко сэкономить. У меня есть промокод, который позволяет получить 5 злотых скидку при заказе билетов. Я пока не проверял, как он работает, но, по крайней мере, вроде такая возможность есть. Я прикреплю промокод. Для путешествий еще очень полезно, конечно, отслеживать низкие цены на какие-то авиаперелеты. Это, конечно, в меньшей степени актуально внутри Польши, хотя тоже есть перелеты, поскольку все-таки расположение городов довольно так отличается внутри страны. И, в принципе, для путешествий мы всегда отслеживаем билеты либо на сайтах лоукостов, там Ryanair, Wizz Air,
Либо тоже довольно удобный способ через авиасейлс, я думаю, многие знают. Там можно подписаться на рассылку с низкими ценами, либо выбрать то есть город отправления и несколько мест назначения, если вы еще не определились. И, например, хотите провести недельку в Италии, в Испании где-то, но не знаете, куда конкретно. Просто можно создать, подписаться на такую рассылку, и вам будут ежедневно приходить варианты выгодных билетов. Тоже классно. Короче, ребята, лазьте по интернету. Интернет Там позволяет столько всего экономить есть. кучу денег, на самом деле. Ну вот по поводу экономии еще хотела сказать. Когда человек, не думая, знаете, вот думает, ну там 3 злотых, да, сэкономить. Что там этих 3 злотых? Ну, там 5 злотых, 4 злотых. Все равно, когда ты ведешь расходы свои, да, то ты понимаешь, что ты сэкономил такую приличную сумму денег. Иногда можно отследить даже в каких-то вот категориях расходов. Ну, мы, в принципе, их довольно давно уже оптимизировали. И очень редко тратимся вот на доставку чего-то. Почти всегда есть возможность найти то же самое с бесплатной доставкой. Очень часто. Либо самому сходить прогуляться и забрать. Да, просто найти какой-то пункт поближе просто и сходить. А их тоже много, этих пунктов. Да, всегда можно сходить. Есть заказы, мы делали в аптеках. И тоже куча этих аптек, в которых можно забрать свой заказ и просто выбрать поближе к себе. А цены обычно одни и те же. Еще можно затронуть тему мобильной связи, потому что наш тарифный план Flex, помимо того, что он довольно выгоден сам по себе, как связь, он еще дает участие в таком закрытом клубе со скидками. Там очень много промокодов, в том числе вот на FlixBus я говорил. Там дается промокод на 15% скидку, и он многоразовый. Мы всегда, когда пользовались FlixBus, всегда использовали этот промокод от Flex. То есть 15% иногда дает существенную скидку. Билеты на автобусы стоят не так-то и мало. Да. Поэтому это приятненькая Плюс скидка. оттуда же я получил промокод для приложения Volt, который доставляет еду из заведений. Мы пока не пользовались, но там тоже очень хорошая скидка. 15 злотых на первых 3 заказа. Круто. То есть можно сэкономить 45 злотых с человека. Плюс там еще бывают скидки на смартфоны, например, на аксессуары разные. Ну и в целом на многие товары и сервисы внутри Польши. А чтобы начать пользоваться Orange Flex, мы уже рассказывали, есть промокод, который позволяет получить через месяц пользования 30 злотых на счет. И эти 30 злотых можно либо вывести на карту, либо оплатить месяц пользования хорошим тарифом. Мы платим именно 30 злотых, он дает 30 гигабайт и безлимит звонков, смс. И к тому же еще и внутри Евросоюза роуминг действует. Очень хорошее предложение. Ну и так как мы находимся в Польше, логичный вопрос будет, а как же сэкономить на знаниях, на обучении? Конкретно я экономила на обучении именно языка. Я не знаю, есть всякие телеграм-каналы, где можно подписаться, там русскоязычное сообщество какое-то. Обычно, да, по городам есть. По городам есть, да. И они предлагают какие-нибудь там курсы бесплатные, обучение языка. Мне кажется, этим можно воспользоваться очень классно. И они очень часто там что-то предлагают. Конкретно вот за это время мы уже 2 раза видели, да? Да, даже больше, но пользовались 2 раза. Плюс еще есть полициальная школа. Это бесплатное обучение. Ты там можешь получить профессию. Там же можно выучить язык, тоже бесплатно. Найти друзей. Найти друзей, да. Потому что поляки тоже учатся там. В общем-то, мне кажется, тоже своего рода экономия на обучение, это тоже важно. Да, опыт с полициальными школами у нас тоже уже есть. Также в этих группах, в Телеграме, есть в Фейсбуке, я думаю, также по городам, по каким-то своим национальностям создаются группы, тоже русскоязычные. Можно найти помимо каких-то новостей, предложений, собраний, тусовок, также можно найти какие-то услуги, которые люди готовы оказывать русскоязычным людям, возможно, дешевле, чем где-то местные оказывают. Я говорю там о стрижках, маникюр, всякое такое. В том числе мы видели даже объявление о том, что люди делают суши, пельмени на заказ. И это получается намного дешевле, чем где-то заказать с доставкой из польского заведения.
Ну, вообще, суши тут стоят очень дорого. Даже в заведении без доставки. Если зайти и купить, то дороговато. Еще вот по поводу услуг. Мы уже давным-давно, еще, я не знаю, там мы жили в Беларуси, мы купили машинку для стрижки волос, мужских волос. Так смешно звучит. Она уже давно купилась с тем, что я научилась стричь Сашку. Да, уже, наверное, 2 И стригу года. его, да, уже где-то 2 года. И конкретно вот тут в Польше можно экономить на стрижке, потому что, ну, стоит тут, это тоже недешево. Все вот вообще услуги в Польше в плане стрижки, там, ногти, вот все вот эти услуги стоят очень неприемлемые деньги. Ну, заметно По отношению, дороже. да, если сравнивать с Беларусью. Вот конкретно вот так можно сказать. А эта машинка уже давным-давно купилась. Мы ее заказали с Алиэкспресс. Да, это машинка Xiaomi. Она стоила там в районе $20-25 максимум. Поэтому, я думаю, тут несколько стрижек стоит дороже, чем машинка, которая служит уже 2 года. Поэтому на этом тоже можно экономить. Просто научиться стричь мужа. Стричь мужа, а муж, чтобы научился стричь жену. Вот, ну, смешно, но Саша мне подстригает кончик. Ну, там, знаете, полмиллиметра каких-нибудь. Ну, и в принципе, ребята, мы вам раскрыли все наши карты. Вроде ничего не забыли. Я думаю, такого списка для начала уже достаточно для большинства людей, чтобы начать экономить, рассматривать более внимательно свои расходы, систематизировать, анализировать, понимать, где можно сэкономить. Да, мы почти ничего не рассказывали о том, что тратится на развлечения, поскольку мы почти ничего и не тратим. Их нету. Да. Ну, на этом тоже можно здорово экономить. Например, там какие-то подписки найти выгодные, промокоды, тоже пользоваться сервисами бесплатно. Ну, в принципе, вот тоже возможностей очень много. Конечно, еще большой есть вариант сэкономить это на вредных привычках, но тут мы ничем вредным не страдаем. Ну, конечно, это все зависит от конкретного человека. Это нам пишут, что это очень вредно. Да. Но сигареты, алкоголь дорого всегда, везде. А в Европе, кстати, вообще дорого очень сигареты стоят. Ой, слава богу, мы не курим. Но люди, которые курят и переезжают, они рассказывают, что очень большая разница на алкоголь я не знаю, но вот на сигареты большая разница, и они как-то вот пытаются выкручивать электронными сигаретами там, или еще чем-то. Ну вот и будем уже, наверное, Сашка, с тобой закругляться, да? Да. Спасибо большое, что послушали, досмотрели до конца. Возможно, наши советы в чем-то вам помогут. Да. Или, наоборот, подтолкнут начать откладывать деньги или экономить на чем-то. Ну, какую-то свою идейку, возможно, вы возьмете, да, для себя. Надеемся, что будет полезным это видео, потому что финансовая грамотность никогда не бывает лишней. И всегда приятно иметь какой-то запас, греющий душу, и кошелек. На всякий случай знать, что если что-то случится, то месяца 3-4 ты проживешь на свою подушку. Ребят, спасибо большое, что были с нами. Обязательно, пожалуйста, поставьте лайкосики. Комментарии, если вы знаете еще какие-то способы экономить, о которых мы забыли или не знали. Нам будет тоже очень полезно. Потому что мы сами еще в процессе обучения, изучения этого всего, да. Мы, естественно, все не знаем еще. Так что, вообще, в любом случае, спасибо вам большое. И будем с вами прощаться и говорить пока-пока. Пока.